Всем привет, с вами Инуй, и совсем скоро мы получим переработку рейдовой системы в Guild Wars 2. Страйк-миссии и рейды будут объединены в единую категорию рейдс. В связи с этим ArenaNet произведет структурные изменения наград. Валюты будут приведены к единому знаменателю, появятся новые достижения и эксклюзивные айтемы с боссов. Например, с Думом можно получить вот такой красивый скин на Skyscale. Но, пожалуй, ключевым изменением грядущего патча станет система Quick Play, который позволит собираться в случайные отряды для прохождения рейдов и страйк-миссий. Вы уже могли опробовать нечто подобное во фракталах, но если для начальных фракталов это очень френдли система, то вот с рейдами все гораздо сложнее. Я не просто так выпустил предыдущее видео, где рассказал о бафах и их влиянии на формирование отряда, а с заделом на то, что нас ждет 3 февраля во время введения быстрой игры. Дело в том, что нормальные рейды собираются с учетом ролевого подбора. Кто-то занимает роли хила, кто-то ДПСа, на каких-то боссах нужны танки, а на каких-то нет, где-то нужны специфические роли вроде хэндкайтера или пилонщиков, а где-то нет. Система Quick Play лишена такого подбора. При входе в рейд вся группа получит эффект Quick Play мораль. Он снижает урон от боссов пропорционально вашему здоровью. То есть чем меньше у вас здоровья, тем меньше урона по вам. Также, нанося урон, вы будете вампирить хп с боссов. Количество восстанавливаемого вами здоровья будет увеличено, чтобы каждый мог лечить себя сам. А если вы окончательно умрете, то товарищи смогут воскресить вас, чего нельзя сделать в обычных рейдах и страйках. На бумаге звучит ободряюще, но на деле может быть не так фаново, поскольку без ключевых бафов любое сражение затягивается. Вы увидите больше механик, а значит выше шанс вайпнуться по незнанию. Система эта вызывает много противоречий и буквально раскалывает сообщество на две части. Одни говорят, что это очень лояльно по отношению к новичкам и дает им возможность посмотреть контент, который они никогда не видели. Вторые считают, что эта система заполнит LFG low skill игроками, которые будут считать, что они все видели и все знают. В этом видео я попытаюсь проанализировать ситуацию и дать логические обоснования своих взглядов, рассмотреть позиции обеих сторон и дать вам площадку для высказываний. Но перед тем как начать, хочется задекларировать свою компетенцию. Это моя страничка на КПМИ. Здесь вы видите количество Legendary Insight на моем аккаунте. А в этой вкладке количество киллпруфов с разных боссов. Я прошел путь от новичка до уверенного рейдера за несколько лет. Периодически провожу тренинг-рейды в моей гильдии, а потому обладаю обширными знаниями в данном виде контента. Это тернистая дорожка, истоптана мной вдоль и поперек, начиная с неуверенного в себе новичка, заканчивая ролью РЛа. Все это позволяет мне иметь широкую картину происходящего и делать выводы не по комментариям из интернетиков. Итак, приступим. Для начала давайте попытаемся понять, а зачем вообще ArenaNet вводит такой режим. Вероятно потому, что страйк-миссии, которые были задуманы как перекидной мост между открытым миром и рейдами, не справились с этой задачей. Режим Emboldened, облегчающий прохождение случайного рейда, в целом не возымел эффекта. Значит, нужна прокладка, и Quick Play идеально подходит на эту роль. Теперь попытаемся определить целевую аудиторию данного режима. Условно, это искатели комфорта. Человек, который играет от нескольких месяцев до нескольких лет, но с большими перерывами и в казуальном контенте. Возможно, он прошел основную сюжетку, освоил открытый мир, пофармил ачивки. Как правило, это тихий член нескольких гильдий, редко общается в голосовых чатах, играет с одним-двумя друзьями, а чаще соло. В основном им движут внешние награды. Скинчики за ачивы, валюта каких-то там локаций, мастерки, ну и такое вот все. Для него рейды — это красивая, но запретная часть игры, а ведь там есть и ачивки, и история, и скинчики какие-то, но вот незадача. Эти рейдеры — элитистский клуб, вход в который осуществляется по билетикам, а на билетиках написан «бенч на големе». И вот тут начинаются основные проблемы. Там, где мотивированный человек нашел бы возможности, комфортик ищет причины. Зачем учить ротацию на 50 действий, если можно просто бить тем, что горит? Я плачу за игру, чтобы получать кайф, а не сдавать экзамен по математике. Вся эта мета – скучная теория от задротов, не имеющая отношения к реальной игре. Мне не нужен второй рабочий график в виде расписания статика. В нормальных рейдах одна токсичность, только и ждут, чтобы накричать за ошибку. Знакомые фразы. Уверен, что некоторые из них вы видели в дискордах тех игр, где есть рейды. WoW, Финал, КТСО и ГВ2 не исключение. Но в большинстве своем за всеми этими репликами прячется одно сложное чувство – страх.
Рейды ассоциируются со статиками, расписанием и долгосрочными обязательствами. А для комфортиков игра – это способ расслабиться после работы, а не фриланс с дедлайнами. Процесс обучения они представляют как унизительный разбор полетов, где их постоянно будут поправлять, тыкать носом в ошибки, заставлять читать гайды, ротации, ДПС-чеки, аптайм бунов. Это воспринимается как сухая скучная математика, требующая отдельное изучение вне игры, что противоречит их геймплею интуитивных действий. Так вот, Анет через Quick Play вводит социальный контракт. Звучит он примерно так. Я отдаю вам свое время и, возможно, деньги, но взамен хочу получить весь контент, все награды и впечатления, не превращая игру в работу. Quick Play – это справедливая сделка. Когда я читаю комментарии от тех, кто хотел бы попробовать рейды, они звучат как в основном обесценивание, типа рейды переоценены, я уверен, что все можно пройти и так, игра должна адаптироваться под игрока, но когда спрашиваешь, а кто же мешал тебе самому собрать группу на своих условиях, то в ответ слышишь только... Но если мы вдадимся в суть всех этих реплик, то увидим четкую защитную агрессию. Игрок не просто отказывается от сложного пути, а конструирует целую логическую цепочку, в которой его выбор – это не слабость, а здравый смысл, а путь рейдера – не достижение, а сливание времени в унитаз. С другой стороны, мы имеем элитный клуб опытных рейдеров, где токсичность и дурной характер – это сложный синдром, вырастающий из самой структуры их деятельности. Проще говоря, контент диктует модель поведения. В нормальных рейдах ошибка одного игрока часто ведет к вайпу всей группы, что создает тон постоянного стресса. В таком состоянии любой новичок воспринимается как ходячая мина замедленного действия. А еще новичок – это риск инвестировать время без достойного результата. В этой среде ценится не доброта и терпение, а конечный результат. Достигнув определенных высот, игроки забывают, что они сами были новичками и уже судят с позиции «я смог, значит и все смогут», а если не смог, ну просто слабак. Они не учитывают разную скорость обучения, доступность информации на русском языке, наличие наставника. Да чего говорить, я десятки раз был свидетелем того, как игроки заваливают новичков англоязычными гайдами, даже если они есть на русском. Внутри статиков формируется своя часто токсичная культура общения, где троллинг, сарказм и черный юмор становятся повседневной нормой. А для новичка это шок и агрессия. Но если мы заглянем в природу этой токсичности, то увидим одну интересную вещь. По сути, это попытка отсеять слабого как можно раньше, до вложения в него ресурсов. Есть ли у этого реальное основание? По личному опыту скажу, что есть. И сотен людей, которые прошли у нас через обучающие рейды, буквально единицы смогли дойти до хорошего уровня. Все остальные отсеялись, как только закрыли свои ачивки или получили легендарную броню. В атмосфере такого потребительства не каждый РЛ сможет продолжать на морали. Токсичный рейдер – это не просто злой человек, это продукт системы, который постоянно страдает от стресса, не имеет навыков менторства, использует игру как площадку для компенсации своих личных проблем и, наконец, считает, что агрессия – это забота о качестве и естественный отбор, а не проявление собственной слабости. Что мы в итоге имеем? У нас есть два лагеря с совершенно разными идеологиями. Одни хотят совершенства через усилия, вторые – доступности и включенности. В итоге система Quick Play разделит их на три лагеря. В первом будет находиться элита. Игроки, закрывающие сложные режимы рейдов с ролевым подбором. Они будут давить на частоту и скорость прохождения. Во второй отправятся квикплей энтузиасты. Сюда уйдет часть ленивых из первого лагеря и основная масса новичков. А еще у нас останется побочный эффект в виде третьего лагеря. Игроки, которые захотят ходить в нормальные рейды, но не смогут найти группу, потому что одни уже вознеслись до элиты, а вторые свалили в квикплей. По факту они станут изгоями. С введением быстрой игры рейды перестанут быть неприступной крепостью, что так-то вообще хорошо. Но с другой стороны, Quick Play с его бафом и воскрешением ручками взращивает неправильные привычки, и те, кто перейдет оттуда в нормальный режим, будут бесполезны или даже вредны, так как их не научат избегать урона, держаться с хиллером и выдерживать ДПС-чек. Я вот пока писал этот сценарий, задумался над вопросом, а превратится ли количество квикплейщиков в качество? Ну, типа люди поиграют с полгодика, наберутся опыта и придут в нормальные рейды. И мой ответ – нет, не превратится. Quick Play создает ловушку комфорта, из которой выбраться очень сложно. Зачем напрягаться, учить какие-то ротации, тактики, если можно получать ачивки и скины с меньшими затратами? Система поощряет в ней оставаться. Для перехода в нормальный режим нужна внутренняя мотивация, желание улучшаться, ощущать челлендж, добиваться уважения, а у большинства игроков ее просто нет.
У человека, который любит рейды как контент, внутренняя мотивация. Да, сейчас мы порвем это УР в ЛЦМе. А у квикплейщика она внешняя. Залутал свою ачивку и забыл. Quick-Play — это тупиковая ветвь развития. Он не готовит к реальным испытаниям, поэтому скачок из одного режима в другой будет крайне болезненным, что оттолкнет большинство. Да, от 5 до 15% игроков используют его как полигон без стресса, но это будет меньшинство. Со временем это приведет к эрозии рейдовой культуры, и вместо разделения на рейдер и не рейдер мы получим два противостоящих лагеря внутри одного вида активности. Quick-Play — это тактическая победа путем стратегического поражения Арены.нет. Этот режим удовлетворяет сиюминутный запрос «хочу награду», но убивает рейдовую экосистему, которая держалась на чувстве достижения и нашем общем мастерстве. И еще смотрите, уверен, что об этом мало кто подумал. Любая нормальная гильдия, где есть четкая структура, а ГЛ не функция приема по плюсику, выполняет роль социального лифта и института в одном лице. Ее ценность в переводе игрока из незнающего и боящегося в статус знающего и уверенного. Quick-Play предлагает обходной путь. Раньше гильдия была единственным билетом в рейды. Здесь игрок мог получить всесторонние знания и опыт в нормальной языковой среде. То есть, проще говоря, РЛ мог на русском языке сказать: встаем сюда, нажимаем то-то, переходим сюда и сбиваем CC. А теперь нахрена игроку гильдии, если в открытом мире он бегает так, как хочет, а рейды и страйки может пройти через Quick-Play? Многим новичкам проще нажать одну кнопку, чем искать гильдию, с кем-то там знакомиться, выстраивать социальные связи. То есть ваше сообщество и все его достижения будут полностью девальвированы. Теперь у всех ваших тихонь есть легитимный способ пройти контент без обучения. Если раньше они сидели и думали: вот, сейчас я выдрачу свои ачивки и пойду учиться рейдам, то теперь у них такой необходимости нет. И выходит так, что вы годами вкладывались в развитие рейдового направления, а система говорит: иди сюда и получи то же самое, но проще. Некоторые из вас могут сказать: а я вот сразу пришел в статикой, никакие гильдии мне не нужны. Да, вот только откуда эти статики взялись? Они все плоть от плоти своих гильдий. И первых игроков для закрытия рейдов они набрали именно там. Уверен, что и первый рейдовый опыт они получили именно там. Просто с годами эти статики набрались опыта, 10 раз пересобрались, и вы имеете дело уже не с первой версией статика, об этом стоит не забывать. Но завершить я хочу на позитивной ноте. Самая большая ценность, которую вы создаете прямо сейчас, это не фулл клиры по понедельникам или красивые логи на Вингмане. Это контекст. В мире Quick-Play, где победа лишена истории, вы сохраняете пространство, где у победы есть цена. Это ваши усилия. Есть вкус, это ваше совершенствование. И есть соавторы, это ваша команда. Пусть Quick-Play раздает ачивки. Вы же раздаете идентичность. С вами был Иной. Не говорите, что вас не предупреждали.